Что, дорогие, всем привет! Сегодня, наконец-таки, я еду на экскурсию по островам, которые здесь находятся в Каше. Поэтому все вам буду показывать, рассказывать. Вот это, наверное, за 2-3 недели. Вот первая такая поездка, именно посмотреть округу. Что же здесь такое интересное? Погода сегодня прекрасная, буду вам все показывать. Поехали! Только что встретила по дороге, когда ехала, чувака русского, которого попросила, чтобы он нас снял на фотик, на память. Так интересно, здесь постоянно вот ходишь и постоянно встречаешь знакомые лица. Как большая маленькая деревня. Такая вот красотишка. Такую прелесть принесли. Так, мы пришли. И вот на такой большой лодке поедем. Вот они все так выглядят. Я решила не идти в воду, потому что все-таки как-то ветрено. Вода — это, конечно, не моя стихия. Мне нравится на нее смотреть, созерцать, оплавать. И я такая, как кошка. Так, я все-таки решилась это сделать. Все-таки один раз за поездку я это сделаю. Пожелайте удачи. В общем, я одела жилет и сейчас пойду плавать, потому что там нет дна, и все-таки я буду чувствовать себя более в безопасности. Все, я пошла. Очень не люблю холодную воду, но сказали, что здесь нормальная. О, кстати, нормально. It's good. It's warm, yeah, I told you. It's not cold at all. Oh. Honey, take off your glasses. You don't need glasses. Honey, your glasses, you're gonna go to the bottom. No, it's fine. Believe me, I all the time with glasses. Just It's jump. still cold. Honey, it's warm. Раз. 1, 2, 3, go.
told you it's warm. Остановились мы здесь, оказывается, не просто так. Сейчас семья, которая владеет вот этим вот кораблем, они сейчас будут готовить обед. И это так классно, так по-домашнему. Вот, покажу вам. Готовят нам обед. Здесь наш капитан готовит уголь. Для рыбки. Вы бы знали, как здесь тихо, как здесь спокойно. Хочется просто говорить шепотом. Удивительное место. Турция — это любовь навсегда. Еще хочу рассказать вообще, что происходит в Турции, в Каше. У меня на самом деле не такой большой круг общения, но в этом небольшом круге уже 10, а то и 20 человек, девушек, они переехали в Турцию за вот этот вот месяц, за сентябрь, за октябрь. И это так удивительно, что так много моих знакомых здесь. Кто-то переехал с мужьями, с парнями. Единицы переехали по одному. Вот такая вот тенденция. Очень интересная прослеживается. Когда я здесь гуляю, 90% говорят на русском языке. Это очень маленькая деревня. Я постоянно встречаю здесь каких-то уже знакомых. Вот. Интересные чувства. Непонятно, как что будет, как у нас жизнь дальше пойдет с теми, кто уехал, кто вернулся, как говорится. Нас ждет очень интересная жизнь. И никто не знает, что будет завтра. Ни к чему невозможно подготовиться. Но что есть, то есть. И просто настолько мир поменялся у нас в России. Так много теперь людей можно встретить русскоязычных. Здесь такое огромное русскоязычное комьюнити. Когда я только прилетела в Каш, в группе было 6000 человек, в группе Телеграма. Сейчас там около 8 или даже 9000 человек. А вообще в самом Каше 6000 человек только тех, кто здесь прописан. Понимаете, какой это огромный поток людей. В общем, как-то так. Такие новости и сводки с полей. Ждем ланча с рыбкой. Еще хочу поделиться интересной такой особенностью. Я, получается, живу в Казани, кто не знает. И, допустим, когда приходишь в какую-то кафешку, в ресторан, очень много всегда девушек сидят и мало мужчин, парней. Здесь же тенденция: очень много мужчин русскоязычных. Кафешки заполнены, они сидят по трое, по двое, по одному, по четверо, большими компаниями, парнями. И это такой-то диссонанс, типа в России парней было мало, а сейчас их прям очень много здесь. И типа это уже так нормально, так привычно, так интересно получается. И на самом деле очень много реально симпатичных парней. Я удивилась такой красоте здесь, разнообразию. Ну, это прикольно. Это очень интересно. Вот. Приятно. Hello.
Здесь такая тишина, что даже вот я говорю шепотом, а капитан типа все слышит. Представляете, такое место? Здесь идеальное место для медленной жизни. Slow life. К чему я вообще говорила по поводу парней, что мы там сидим, допустим, в России и думаем, что вот парней мало, мужчин мало. Приезжаешь куда-то за границу, здесь такое обилие мужчин. Не то, что даже русских, а вообще. В принципе, в Турции очень много мужчин. То, что насколько иногда мы сами себя ограничиваем какими-то рамками, хотя ты просто даже не знаешь, что вот так бывает, бывает по-другому. Поэтому всегда есть выход, всегда есть выбор. Иди и мечтай, и пробуй, и путешествуй. Так что везде можно найти свое счастье, если хочется. Смотрите, какая красота. Рыбка жарится. What kind of fish? Seaweed, chupra. Ah, Turkish name chupra. You know seabream? sea bream. Yes. Мгм. Seabream. Смотрите, какая красота. Это просто шок. Для двоих людей вот такой вот стол. О, еще. Вот это да. О, very big. Oh my goodness. Как же это вкусно. Эта еда просто божественна. Как вкусно готовят здесь. Вот прям каждое блюдо очень-очень вкусно. Я сейчас покажу. Мы уже закончили кушать, но здесь как бы еды еще очень много. Смотрите. Это все осталось. В общем, очень-очень классно здесь. Смотрите, приехали еще в одну бухту поплавать. Кстати, интересная здесь особенность, что в Каше очень холодная вода, и вот только здесь, когда отъезжаешь на эти острова, можно найти вот эту теплую, реально теплую воду. И часто люди выезжают для этого. Смотрите, какая чистейшая вода. Это просто что-то нереальное. Как хорошо здесь. Просто даже говорить ничего не хочется. Хочется просто петь. Ты прости меня, прости, что не смог уберечь от беды. Возвращаясь с чужой войны, сердце открой и скажи, разве ты не любил? Еще одна последняя остановочка. В чистейшем море.
Кстати, очень редко здесь можно встретить супер яхты. Вот одна вот только представлена. Возвращаемся в город. Очень красивый свет, почти закатный. Так вот город выглядит со стороны. Вот и все. Эта поездка подходит к концу. С 10 до 5 вечера мы находились на воде. Вот такой день. Весь день.